Араратская долина. И где-то там в дымке едва угадывается Арарат. Да, мы в столице Армении. Ереван как виниловая пластинка, немного винтажный, но с таким звуком, который сразу цепляет. Тут время как будто растворяется, соединяя прошлое с настоящим. Интересно, что Ереван старше Рима на целых 29 лет. Это один из старейших постоянно населенных городов на Земле. И знаете, основанный в 782 году до нашей эры, он до сих пор остается живым и ярким. Его улицы наполнены музыкой, он пахнет лавашом, крепким армянским кофе и обволакивает атмосферой самобытности и уюта. Устраивайтесь поудобней, пора посмотреть на этот город нашими глазами. Мы прилетели с утра и заселились в отель недалеко от центра, практически на берегу реки Раздан. Отсюда открывается вид на город и хорошо виден завод Ной, который расположен на территории древней крепости Эревань. Когда-то это место было стратегическим форпостом. Вообще у Армении винная душа и многовековые традиции, ведь вино здесь создавали еще задолго до появления современных государств, уже в VI тысячелетии до нашей эры. Сегодня это мастерство продолжает жить на заводах Арарат и Ной. Арарат – это, безусловно, символ коньячного мастерства, известный далеко за пределами Армении. Его коньяки своим вкусом впечатляли миллионы людей, включая мировых политических деятелей. Так, во время знаменитой Ялтинской конференции 1945 года Сталин подарил Черчиллю армянский коньяк «Двин». И тот настолько впечатлился, что попросил присылать ему 400 бутылок ежегодно. Также этим коньяком восхищался Шарль де Голль. Так что армянский коньяк не только напиток, но и важная часть дипломатических ритуалов. А я всегда говорил, что немножко качественного алкоголя – это лучший способ договориться. А это место, мне кажется, любят все – и жители, и гости города. Здесь столько визга, столько радости и веселья. Этот парк был подарен жителям Еревана фондом семьи Варданян к юбилею города, который в древности, кстати, называли городом воды. Главная особенность парка – 2800 мини-фонтанов, символизирующих каждый год существования Еревана. Вода здесь не просто украшение, она – душа города и символ жизни. Место и правда чудесное. Мы еще с вами сюда вернемся вечером. Сказаться нечем, и я охотник, и я опасен. В воскресенье народу очень много. Все с детьми, все гуляют, все сидят в кафе. Кафешек здесь превеликое множество. Мы пришли покушать. Мы города прошли, чтобы его попробовать. Не только в Израиле большие порции.
вкусная лепешка с мясом, с сыром. Да. Тоненькое тесто, прям вообще прикольное. Лимончиком приправил, прям мечта идиота осуществилась. Я заказал себе долму в Армении. Везде, где я был, везде заказывал долму, пробовал. Вот попробую сейчас здесь. Очень люблю долму. Пробуй. А еще нам принесли гранатового вина. Обязательно попробую, не на камеру. Это вкусно. Да? Снимаешь? Да. Я снимаю, я сейчас у тебя попробую. Это прямо вкусно. Да? Она такая остренькая и без лишних привкусов. Прикольно. Мы перекусили, направляемся к зданию оперного театра. Эта площадь носит имя Шарля Азнавура, знаменитого французского певца армянского происхождения. Хотя родился он в Париже, его корни были глубоко армянскими. Его родители бежали от геноцида армян, и он всегда знал и ценил свою историю и культуру. В 1988 году, когда в Армении произошло спитакское землетрясение, Азнавур сразу начал сбор средств на восстановление страны, организовал фонд помощи Азнавур для Армении и буквально стал послом Армении в Европе и США. В следующем году планируется открытие памятника Шарлю Азнавуру на этой площади. А этот паук, Луиза Буржуа, символ материнской любви и заботы, как бы странно это ни звучало. Деревенское метро. Жетончики это пластиковые. Каскад – это, пожалуй, самое известное место в Ереване. Это огромная лестница из 572 ступеней, поднимаясь по которым проходишь через настоящее музейное пространство снаружи и внутри. Вот, будешь есть много хинкали, такая же будешь. Это спокойная, уверенная в себе женщина и большой пухлый кот, скульптуры Фернандо Ботера, известного своим пристрастием к большим объемам.
Здесь еще множество экспонатов, разглядывать которые можно весь день. А в конце, после неспешного подъема на самый верх, можно увидеть Ереван на фоне горы Арарат. Но это днем, в ясную погоду. Саша устал. Как Иришка ловко заглушила мой короткий и емкий ответ. Но действительно, день получился очень насыщенным и интересным. Одного дня для Еревана однозначно мало. Мы обязательно еще сюда вернемся. Так что... Скорость